Я приветствую вас, дорогие подписчики. В этом видео я хочу поделиться с вами еще одним шкафом. Это шкаф для обуви до потолка своими руками. Шкаф получился недорогой. У меня ушло всего 6000 рублей. И то могло быть и дешевле, если бы я отказался от задней стенки из ДВП. Задняя стенка обошлась мне в 1500 рублей. То есть шкаф мог получиться за 4500 рублей. Но я решил ее оставить, так как она не только улучшает жесткость шкафа, но и защищает обои от обуви и выполняет декоративную функцию. Вы спросите, почему я не взял и не купил себе тумбу для обуви? Отвечаю. Дело в том, что у меня места мало в коридоре, и тумбы, они маленькие, туда вся обувь не помещается. Мне нужно было шкаф компактный и вместительный. И вот такой шкаф до потолка как раз таки является компактным и вмещает в себя большое количество обуви. И такой шкаф в продаже найти я не смог. По своей конструкции шкаф простейший. Я использовал две вертикальные боковые стенки и полочки. И все. Боковые стенки по размерам 2450 мм на 250 мм. Кромку нужно клеить везде, кроме одной длинной стороны. Полочки имеют размеры 468 мм на 250 мм. Кромку клеим на одной длинной стороне. Такие размеры шкафа я выбрал специально, чтобы шкаф можно было вырезать с одного листа ДСП. И если вы захотите повторить такой же шкаф и заказать его на распиле, я советую вам боковые стенки сделать немножко пошире. Не 250 мм, а хотя бы 270 или 280, если получится. Менеджер, который принимает размеры для распила, вам подскажет, сколько вы можете позволить себе ширину боковой стенки. Лучше сделать меньше полочек, но немножко шире боковую стенку. Хотя и тот шкаф, что у меня получился, я в принципе им очень доволен. Теперь по конструктиву. Как я уже говорил, шкаф простейший. Я использовал боковые стенки и полочки. Верхнюю и нижнюю полочки я прикрутил на конфирматы, а все остальные полочки прикрепил на уголки. Хотя, чтобы не заморачиваться с конфирматами и рассверловкой отверстий под них, можно было бы и верхнюю и нижнюю полочку тоже прикрепить на белые уголки. После того, как я сделал рассверловку в нижней и верхней полочках и боковых стенках, я приступил к разметке на боковых стенках для полочек. Я использовал подручные материалы. Полочки я делал разных размеров. Несколько делал узеньких полочек для летней обуви, для сандалий, для туфлей, для тапочек. Некоторые полочки делал повыше, например, для ботинок, для сапогов. На некоторых полочках я оставил инструмент. На какой-то полочке у меня жена поставила корзинку для перчаток, для носков. В общем, вы можете так же, как и я, сделать высоту полочек разной высоты. Дальше я к полочкам прикрутил уголки, затем скрутил боковые полочки с верхней и нижней полочкой, и полочки с уголками начал прикручивать уже к боковым стенкам. После того, как я прикрутил все полочки, я перевернул шкаф и стал крепить боковую заднюю стенку из ДВП. Ту самую стенку из ДВП, которая придает шкафу жесткость, которая уже не даст обуви запачкать обои, и которая придает шкафу эстетический вид. И та самая стенка из ДВП, которая обошлась мне в 1500 рублей. Но на самом деле она могла бы мне обойтись и дешевле, если бы я делал таких шкафов 4, например. Потому что почему она мне обошлась в 1500 рублей? Потому что я купил целый лист за 1200, и мне ее отпилили. Распиловка с листом получилось 1500 рублей. Допустим, если бы сделал таких шкафа 4, то эту сумму можно было бы разделить на 4 части. То есть не 1500 рублей, а рублей 400-500.
То есть стоимость такого шкафа была бы уже не 6 тысяч рублей, а где-то, может быть, 5 тысяч рублей. Вот, и вот подумайте сами, напишите в комментариях, почем такой шкаф можно было бы купить, там, или продать, может быть, не знаю. Вот, и чем это не бизнес-идея, например. Далее прибиваем стенку из ДВП. Начинаем прибивать стенку с углов, далее прибиваем посередине и так далее до тех пор, пока расстояние между гвоздями не будет сантиметров 15-20. После этого переворачиваем шкаф обратно на другую сторону. Примеряем дверцы. Размер дверей я напишу в описании, так как я уже их не помню. Делаем разметку, где будут петли наши. Петли не должны попасть на полочки, поэтому выбираем вот место между полочками. Для сверления отверстия под петли у вас должно быть специальное сверло. И как сверлить отверстие под петли, у меня на канале есть отдельное видео. Петли я делаю, возможно, не совсем правильно. Скорее всего, профессионалы скажут, что так делать нельзя, и это совсем неправильный метод. Но мне так удобно, это просто, и у меня дверцы висят ровно. Мне так вот подходит такой вариант. И петли всегда можно отрегулировать на 2-3 мм в любую сторону. Кстати, у меня на канале есть еще одно видео про большой шкаф, который я делал 1,5 года назад. Я также его заказывал на распил. Дома делал рассверловку под крепеж, собирал его сам, подымал. И я, скорее всего, сделаю видео об этом шкафе, что с ним произошло за 1,5 года или не произошло. Напишите в комментариях, интересно ли вам будет такой обзор. Также планирую сделать обзор своей гардеробной, которую я сделал из труб. Это система Джокер. Гардеробная получилась очень бюджетной, интересной. К сожалению, сам процесс сборки я не заснял, но обзор уже готовой гардеробной сделаю. В конце, внизу шкафа я прибил подпятники и заклеил конфирматы наклейками, которые я подобрал по цвету шкафа. Но если вы будете крепить нижнюю и верхнюю полочки на уголки, то этого делать не придется. Шкаф я поднял, закрепил вверху его к стене, чтобы он не упал. Дверцы у меня открываются выталкивателями. Это удобно, модно, и они амортизируют дверь. То есть дверь при закрывании не будет хлопать. Вот такой вот получился у меня результат. Что скажете? Пишите в комментариях ваши пожелания, отзывы. До новых встреч!